Это было как-то между делом. Да я даже вот над такими даже грустными историями мне даже иногда хочется посмеяться. Потому что, ну, правда, вот, ну, Виктория меня прям вот врасплох застала. Расскажи. Ой, вообще, конечно. Ну, что-то, история даже на самом деле вообще банальная. Даже ничего такого удивительного в этом нет. Мы живем в курортном городе. Здесь постоянно какие-то вот случаются всякие романы у кого-то. Ну, у меня недавно просто был такая встреча, такой случай, как одна женщина мне рассказала, ну, поделилась, да, потому что я стала, ну, как бы очевидцем, я стала невольным очевидцем всей вот этой ситуации, потому что я как бы там присутствовала. И у меня однозначно возникли какие-то вопросы. Но женщина приехала к своему мужчине, это ничего такого тут удивительного нет. Часто у меня гости останавливаются, они приезжают, встречаются, мужья. У меня вот позавчера только уехала женщина, приезжает постоянно к своему мужчине, примерно каждые 3 месяца, она как на крыльях к нему летит. Ну, они снимают квартиру, вместе живут, когда она уезжает, она плачет. Ну, как бы таким историям я привыкла. То есть эти истории постоянные, она сидит с такими глазами, говорит, я так не хочу уезжать, что они с нами делают, что эти мужчины египетские с нами делают, я не знаю, что я буду делать, сейчас мне надо уезжать, я не хочу, я хочу плакать. Я говорю, ну приезжай еще. Ну вот. Больше у меня позитивных, конечно, историй. Но тут такая приключилась история, что женщина приехала, и смотрю, она одна и одна. Я говорю, а где твой муж, к которому ты приехала? Ну, муж, да, они, как бы, если у них орфи, значит, это муж. Она говорит, ну вот, он сейчас не может, там, он приезжал, там, побыл здесь 1 день. Вот, у него сейчас трудности, у него там кто-то умер, кто-то заболел. Я говорю, ну-ка расскажи поподробнее, что у тебя. Я не любопытный человек, я никогда не лезу, если мне не рассказывают, я не любопытствую, излишнее любопытство никогда не проявляю. Просто такая ситуация приключилась, что женщина приехала, она сначала сняла квартиру на 3 дня, потом она еще продлила, потом она сказала, что ей нужно что-то подешевле, потому что у нее проблемы с деньгами. Я говорю, так ты ж к своему мужчине приехала, я не пойму, где он где. Оказывается, у нее были длительные отношения, она познакомилась с аниматором в гостинице, и они стали с ним встречаться, она стала к нему приезжать, завязалась переписка, у него была квартира. И тут вдруг так получается, что банк забирает квартиру за долги у него, опечатывает. Я говорю, как забирает за долги? Я говорю, банк не забирает здесь квартиры за долги, ну просто здесь как бы совсем другая ситуация, не как у нас. Она говорит, да, я была, мы жили в этой квартире, это совершенно точно, мы жили в этой квартире, а потом я пришла, она оказалась опечатанной. Я говорю, что какая-то нестыковка для меня. Короче, так получилось, что она оплатила ему как бы деньги, чтобы у него не забрали квартиру. Но денег не хватило, и квартиру все равно забрали, и даже опечатали. Я говорю, как опечатали? Оказалось, квартира в Мубарак-2, банк ссуды не дает под квартиры без грин-контрактов. То есть Мубарак-2 однозначно банк не дал бы суду. Короче, я ей приводила кучу доводов. В итоге она его содержала, у него не было работы, по 300 евро ему каждый месяц присылала. Потом заплатила 10 тысяч евро, потом заплатила 15 тысяч евро. Я говорю, что за квартира такая золотая, то можно было 3 квартиры на эти деньги купить. В итоге она ему отправила и привезла больше 41 тысячу евро. Это просто вот жесть. И я стала ей говорить, что нет, это просто вот он тебя разводит. Я сначала так мягко говорила, чтобы намекала. Но человек ничего не понимает. Нет, он не такой, он совсем другой. Он так со мной никогда не поступит. Женщина развелась с мужем,
оставила 2 детей, потеряла работу, потому что с работы ее не отпускали, и она уволилась с работы, приехала, взяла кредит и сказала ему: давай я возьму кредит, потому что мне больше неоткуда взять деньги, но обещай мне, что мы, когда поженимся и переедем туда, мы будем работать вместе день и ночь, чтобы выплачивать этот кредит. Он, конечно, согласился. Конечно, они на все соглашаются. Все, что только на словах, это они на все соглашаются. В итоге оказалось, что он у нее не такой, и что я сказала, что она может вернуть эти деньги, что она может предоставить вот эти свои доказательства, что у нее были эти счета в банке, может вернуть, можно в полицию заявить, можно нанять адвоката. А она сказала: нет, я ему верю. Ну, короче, в итоге она просидела здесь одна больше 2 недель. Он появился только 1 раз, чтобы взять эти деньги, 15 тысяч евро, испарился. Кто-то у него там заболел или умер, я не знаю, это они очень легко это говорят. Поэтому я не знаю, женщины, девушки, включайте свои мозги, когда приезжаете в Египет, не надо жить вот только этими эмоциями. Думайте, прежде чем приехать в Египет, прежде чем в кого-то влюбиться, включайте свои мозги. Так они так закручивают думайте. Голову. Они закручивают голову, да, но все равно. Они, знаешь, они как бы погружают человека в морок. Нет, ну ты должен анализировать какие-то вещи, анализировать, да. Брать кредит под непроданную дачу или под квартиру свою, лишая этим своих детей каких-то денег, не знаю, просто вот на какого-то, он сегодня есть, завтра нет, он кто вообще? Бумажки эти, орфи, это просто вот берутся и рвутся и выбрасываются. Может, у него и не одна она такая, ну, короче, я не знаю, мне кажется, что анализировать, и причем она говорит: мне все говорили. Я говорю: конечно, все говорили, потому что это для всех очевидно, что тебе морочат голову, что тебя обманывают, что тебя используют. Потом он взял у нее, пока она куда-то там выходила, взял ее фотоаппарат, камеру и постирал все свои фотографии. Все свои фотографии, свои документы, все постирал. А она сказала: зачем ты это сделал? Ну, эти следы замел, знаешь, понимаешь, это чтобы у ней даже после того, как забрал у нее деньги. Ну, она еще на что-то надеется. Она говорит: я боялась его потерять. А я говорю: зачем ты вообще платила ему деньги? Боялась его потерять. Ну и что? Ты просто платила. Ну что он? И то она приезжала и сидела одна. Он приедет, заберет деньги. И потом куда-то исчезает. Так, давай... Айс кофе. А ты что? Lemon fresh. Lemon fresh. Лемон, мишлябан. А то бы тебе молоко свежее принес вместо лимона. Ну да, лябан — это молоко. Ты сказала лемон фреш, а он подумал лябан фреш. Ой, Ира, я... Да ты это принес бы молоко, ты сказала: это что такое? Да, я бы его... А сама, видишь, ему надо слушать, что они думают. Вообще здесь надо все контролировать. В Египте я очень люблю Египет, я люблю здесь жить и все. Но мне приходится, чем мне нравится Египет, что тут не расслабишься особо, тут нужно контролировать все, каждый шаг, каждый чих, каждое вот слово, где, что ты сказал. Допустим, я дала задание что-то сделать, они говорят, муж мне говорит, они мне сказали, позвонят. Я говорю: они тебе не позвонят, потому что это не им надо, а тебе надо. Звони сам и напоминай. Ну, то есть, как бы, тут по-другому никак нельзя. Если я заказала мебель, и мне сказали, что сделают через 5 дней, я им говорю: скажи уже через 10. Не надо мне говорить через 5 дней и привезти через 10. Скажи мне через 15 и привези через 10 хотя бы. Вот так. Вот это я пойму больше, чем вот я считаю эти дни, а потом он говорит: нет, я не успел, я там что-то еще. Ну зачем? Мне
важно сказать вот именно, как оно есть. Для меня это гораздо понятней. Ну, это мы чуть-чуть отвлеклись от темы. Тут надо так контролировать всё. Да, ну конечно, все контролировать надо, все. Ну, Тебе окна поставь. окна, да. Ты знаешь, А ты можешь работников оставить без присмотра, скажи честно? нет, я не могу. Я не могу, потому что они что-нибудь накосячат. Ты знаешь, вот мне, допустим, что-то вешают, и я вижу, у меня очень хороший глазомер, я инженер-строитель, я занимаюсь этим, я вижу полмиллиметра. Если, допустим, мне вот так вот что-то криво повесили, я вижу эти полмиллиметра, я говорю, ты повесил криво. Он говорит, нет, все ровно. Я говорю, давай, бери рулетку и меряй, сколько у тебя здесь, сколько у тебя здесь. Ровно полмиллиметра, пол сантиметра, то есть 5 миллиметров я вижу, 5 или 4 или 3 я уже вижу. Ему надо показать, чтобы он со мной согласился, потому что я говорю, ну я вижу, что ты криво повесил. Нет, все прямо. Ну и зеркало также. Зеркало. Вот я недавно купила квартиру, и мы оборудовали эту квартиру. Нужно было там много чего сделать, повесить зеркало. Ничего, абсолютно ничего нельзя доверить самим. Нужно было там полочку сделать. Ну там у меня место было между стиральной машинкой и другую. Мы доделывали там кухню. Ну, в общем, без меня все, что сделали, я приходила и говорила переделать. Переделать, снимайте, несите другую, делайте заново. Но вот это мне не надо. Зеркало вешали, говорит, он повесил зеркало, все, повесил, хорошо, все, привесил, там что-то заклеил. Я говорю, нет, заново. Что не так? Криво повесил. Здесь просто стенка кривая. Я говорю, ну если стенка кривая, вешай по шву. Надо, чтобы, если стенка кривая, не надо по кривой стенке вешать, а нужно сделать по шву. Пусть там будет это, можно расстояние это заделать силиконом или цементом или чем-то. Ну, не знаю, мне надо все контролировать. Даже вот пеной заделали вот эти окна, чуть-чуть там оставили какие-то зазоры. Ну, окна поставили хорошо. Но если бы я не смотрела и постоянно не следила, как они ставили, и долго ставили, потому что когда ты окна меняешь полностью, это надо, чтобы быстро было. Тем более в одной квартире у меня жили гости, я попросила их выйти, пока мы будем работы делать, потому что там было и шумно, и грязно. Но мы оставили все чисто, красиво, ковры постелили, все, они приехали, у них уже стояли новые окна. Ну, то есть меняли в квартирах. Здесь, если ставить окна алюминталь, они пыль пропускают и шум пропускают. Поэтому пластиковые они не пропускают ни шум, ни пыль. Поэтому лучше сделать, если особенно у меня многие квартиры, люди все хотят квартиры, чтобы выходили на центральную улицу. Но они не думают, что это как раз будут самые шумные квартиры. Потому что очень многие квартиры, они говорят, мы хотим на центральную улицу. Ну хорошо, одну ночь они поспят, потом говорят, не, нам надо что-то потише. Я говорю, ну вот тогда вот подальше. То есть как кому что нужно. На меня, например, шум не действует. Я могу спать и в шумной обстановке, и где-то в автобусе, и в самолете, потому что я иногда так устаю, что мне вообще вот не слышу ни мотоциклов, ни машин. Я просто сплю очень хорошо и крепко. Но для кого-то это имеет значение. Именно вот шум, которые спят, может быть, чутко. Сейчас расскажу. Я тоже смешное расскажу. Ну давай. Ты знаешь, у меня просто одна такая есть знакомая, такая интересная. Она приехала сюда, года 2, может, назад. И она записывала на листочке, что как по-арабски сказать, чтобы от нее отстали. Она говорит, вот мне написали. А мы говорим, а что тебе написали? Ну-ка расскажи нам. Она говорит, ну, если кто-то ко мне пристает, надо ему сказать, без хабиби. Только строго так сказать, а без хабиби. Не надо, любимый. Ну, это перевод. Я говорю, так кто-то тебя научил. И она еще говорит, только строго так надо сказать. Без я хабиби. И мы так смеялись. И мы с тех пор, вот с моей подругой, вот этой, с Динарой,
мы с тех пор смеемся. Я говорю, ну вот что пристали, что нам сказать? А надо сказать, без я хабиби, тогда они отстанут. Вообще так смешно. А потом она еще тоже, она вот эта же знакомая, она еще, она по-английски вообще не знает. Но там 2 слова или 3 она знает, и она говорит, он мне вот это говорит, а я ему так говорю по-английски. Really, чё ли? Поэтому мы, когда сейчас с подругами там что-нибудь обсуждаем, мы говорим, really, чё ли? Ой, смешно так. Так вот, я хочу рассказать, как у нас стряпают вот эти телевизионные программы. Однажды мне позвонили из России и сказали, не хочу ли я поучаствовать, там мне нужно было снять какой-то ролик про Египет. Ну, я говорю, а что от меня требуется? Они говорят, да это вообще ничего, особенного ничего не надо, тебе нужно просто, у тебя есть знакомый там парень с девушкой, нужно сначала показать фотографию на пляже, там людям, пусть они скажут, они знают этого человека или не знают этого человека. И чтобы парень с девушкой, посидите с ними в кафе, спроси, как что-нибудь спроси у него, как типа возьми у него интервью. Я говорю, ну хорошо. Ну, они мне пообещали неплохие деньги за это, всего 1 день съемок и как бы... О, лемон фреш. Лемон. Да. Шукран. А, сейчас смотри, холодный кофе. Холодный кофе. Ой, какой. Ой, какой холодный. Я боюсь, что я простыну. Я такие холодные. Ну ладно, я попью. Он пусть остынет чуть-чуть. Попробуй, только чего стынет? Ну, он очень холодный. Прям, у меня даже руки замерзли. У нас вообще сегодня последний день осени. 30 ноября. Завтра уже зима наступает. Да? Сегодня вода была исключительно теплая. Просто вообще фантастика. Мы сегодня плавали уже с утра. Ну, в общем, давай, я расскажу тогда про вот это кино. Мне нужно было найти девушку и парня египетского. Ну, девушка у меня была одна знакомая, моя подруга. Парня, я думала, может, муж пойдет мой, поснимается. Он сказал, нет, я не хочу. Мне некогда или там еще что-то такое. Ну, подруга говорит, мой муж хочет. Ну, как бы за это же оплачивалось. Ну, что там, посидеть в кафе, погулять по набережной, получить деньги и все. Ну, в итоге этот вот знакомый Мухаммед, моя подруга Наташа и я. А я их снимала как бы. Сначала я походила по пляжу, поспрашивала, взяла фотографию своего мужа и спрашивала, видели ли вы этого человека. Все говорят, нет, мы не видели. Ну ладно, не видели. В общем, мы походили по набережной, посидели в кафе, попили кофе. Я его спрашивала, Мухаммед, тебе нравится, у него русская жена? Я говорю, нравятся ли тебе русские женщины? Он говорит, да, нравятся, они такие хозяйственные, они такие хорошие, они так хорошо готовят, ну, работящие. Ну, в общем, сплошные комплименты. Они прогулялись с Натальей, вот с моей подругой, по набережной. Сели в такси и уехали. На этом закончился наш съемочный день. Я им отправила вот это видео, они мне отправили деньги. И через какое-то время, значит, попалась, отправили, даже не они отправили, а моя какая-то подруга увидела меня по телевизору и отправила мне вот эту вот ссылку на эту программу. Программа была вообще не о том, что мне сказали, а это были какие-то криминальные истории с Ириной Волк. Ну, она вот она же пресс-секретарь вот этих МИД, там что-то такое, и вот эта программа, она тоже там участвовала. Оказалось, что такая история. Одна женщина приехала отдыхать в Египет. Отдохнула она в Египте, познакомилась с гидом, и он стал ей писать смс-ки. Женщина была замужем, ничего у них не было, просто они познакомились, обменялись адресами, и он начал ей писать.
начал ей писать всякие смс-ки, там раньше какие-то были такие мессенджеры, там соцсети или что. Начал ей писать и говорит: Надя, ты помнишь наши ночи, как мы с тобой гуляли, никаких ночей у них не было, ну, короче, вот так. И в итоге муж разозлился, приревновал ее, увидев эти смс-ки, и ударил ее ножом. Не убил, там что-то поранил или что, она оказалась в больнице. Но мы решили расследовать. У нас получилось как журналистское расследование. Мы решили, что этот Мухаммед, кто это такой, почему так произошло, из-за него вот такой чуть ли не криминал случился. Мы отправились на поиски этого Мухаммеда. Мы отправили в Египет нашего корреспондента. Корреспондент, это то есть я ходил по пляжу и показывал фотографию какого-то египетского мужчины, ну это моя фотография моего мужа, и спрашивала: знаете ли вы этого человека, видели ли этого человека? И все, конечно, говорят: нет, мы не видели, нет, не знаем. И это я так вот искала этого Мухаммеда. Потом, значит, говорят: и вот мы нашли этого Мухаммеда, а он, оказывается, гулял с какой-то уже другой девушкой по набережной, по Марине. Вот они сидят, вот они гуляют, вот они пошли, сели в кафе. Наш корреспондент решил спросить у него про эту историю с этой Надеждой. Я опять сажусь к нему и спрашиваю его, я говорила по-английски с ним, спрашиваю его про жену, там, про какие женщины, допустим, российские. Он мне рассказывал про свою жену, а в итоге перевели совсем не то. Ну, наложили вообще. А я его как бы по их версии спрашиваю: а как же Надежда? Вы помните Надежду? А он мне отвечает: какая еще Надежда? Не знаю никакую Надежду. Ну, типа, он даже не вспомнил, кто это такая, кому он пишет там письма и так далее. Ну, короче, вот такая фигня получилась. И застряпали не из этого вот такое вот кино. Да, потом мне вот эта подруга моя, чей муж снимался в этой кинокартине, она спрашивает: а что там получилось-то? Есть у тебя какая-то ссылка там посмотреть, как, чего получилось? Я говорю: да не, у меня нету, не знаю, даже они ничего не прислали мне, ну, не хотела ей показывать, что вот это вот из вот этого нашего безобидного посиделок на пляже состряпали вот это вот все, еще впутали туда ее мужа. Ну, в общем, вот такая вот история получилась. Ну, и я с тех пор поняла, как они стряпают вот эти все программы. Да, небось еще корреспонденту выделили деньги на билет на самолет, который слетал туда-сюда. Ну, а мне только заплатили там $100 или что-то такое. Еще я поделилась там со всеми этими нашими актерами. Ну, вот таким образом они стряпают вот эти вот фильмы. Да. Вот. Это я айс кофе заказала. Представь, вот так вот тыкаю, а тут один лед, один сплошной лед. Кофе туда залили, наверное, вот столько, может быть, в чашечке было, остальное все просто лед. Это вообще вкусный хотя бы? Вкусный, да? Пока он не перемешался со льдом, надо быстренько кофе выпить, да. который хотя бы на дне остался. Точно. Но лемон мне сделали хорошо, без сахара. Лимон хорошо сделали? Смотри, какие банки интересные. Без сахара вообще? Да. Я тоже сахар не Вы, люблю. наверное, услышали, что я на голодовке. Да и сахара не получится. Это я шучу. Я уже... Ой, а еще, знаешь, я хотела тебе рассказать. Помнишь, когда мы были на пляже, мы разговаривали про вот эти вот, поспорили. Это смешно ругается? Да. Не, они даже не ругаются, они что-то говорят, но так порой смешно, правда? Они очень смешно ругаются, они даже дерутся смешно. 4 держат с одной стороны одного, 5 держат с другой стороны второго. Те вот так вот кидаются, потом они уже обнимаются, целуются, уже там это лучшие друзья. Ну, короче, это все так по-игрушечному смотрится, по-бульнтяшному даже. Да, это очень смешно. Так вот, мы когда были тогда на пляже,
помнишь, ты говорила, вот давайте поспорим с вами, поспорим с вами на 2 мотка пряжи. Моя подруга так смеялась, она говорит, а на кой мне твоя пряжа? А ты была уверена, что ты выиграешь, поэтому ты поспорила на 2 мотка пряжи. Потом, значит, знаешь, она говорит, надо было мне на iPhone спорить. Так вот, потом мы, значит, плавали. Мы же не можем эту тему вот так вот отпустить. На следующий день мы опять пошли на этот пляж, и мы так смеялись. Я говорю, давай поспорим. Она говорит, а на что? На 2 мотка пряжи, на 2 мотка пряжи спорим, что вот это вот. И мы с тех пор, мы так смеялись, что мы с тех пор, если мы на что-то спорим, исключительно на 2 мотка пряжи. Ой, так что ты нас так насмешила, что для нас это уже такое вот нарицательное, что на 2 мотка пряжи мы теперь только спорим. Да. Кстати, я пришла домой и нашла у себя 2 мотка пряжи. Так что я тебе привезла. Серьезно? Да, в машине. Это что? Напомни мне, Это пожалуйста. какого цвета? Твоих цветов. Как ты кофточку вязала, сиреневая и розовая. Все применю, ты не переживай, Да. я так спросила. Оно все в обиходе, да ты что? Твои цвета прям. взяла? У меня какие-то гости оставили. Давно еще. У меня лежали, они их перекладывала с места на место. Нашла просто случайно Да ты что, это дома. супер. Это еще какая-то иностранная пряжа, что ли? Да елки, да они еще когда приедут? Не знаю. А, да? Очень вкусный кофе, кстати, хоть он и со льдом. Ну, будем сюда ходить периодически. Вот еще у нас тоже такая была история. Одна женщина рассказывала еще про какую-то другую, что она кому-то рассказала что-то про какого-то мужчину, про молодого человека своего, что-то рассказала. Что такое секретное рассказала. И потом до его ушей это дошло через какие-то 8-е, 10-е руки. И он говорит, зачем ты, как ты могла вот это рассказать другим людям? Она говорит, да кому я рассказала? Я только 2. И вот так вот, только 2. Так это мы уже услышали от 5-го или 4-го человека. Вот это. Мы говорим, ну так, конечно, только 2-то, это же нормально. Да, Так вот, можно. потом, знаешь, я когда покупала квартиру, мне хозяйка сказала, ты пока никому не рассказывай, пока мы не уедем, там это, потом уже... И я своей подруге говорю, слушай, вот мне сказали не говорить пока никому. Она говорит, ну так только 2. Только 2. Когда потом иногда бывают у нас какие-то интересные ситуации, такие вот, и она даже уже мне не говорит, она мне. Да. Я говорю, только 2. То есть только 2 не считаются вообще. Не, а если можно рассказать Викторию блогеру, больше никому, но Викторию... Да только 2 можно. Да. Поэтому и Виктории можно, и 2. Такие смешные ситуации у нас тут возникают в Египте. Просто вообще.